Салат из сушеных кабачков по-корейски. Скажите мне честно в комментариях, кто из вас засушивает овощи на зиму. Сегодня мы приготовим очень интересное блюдо корейское, для которого нам потребуется два кабачка среднего размера, и их придется нам не только приготовить, но и засушить сначала. Особенно красиво получаются те кабачки, у которых сверху такая темно-зеленая кожица, но и эти тоже нам прекрасно подойдут. Итак, мы нарезаем кабачки кругами в 3-4 миллиметра. Очень важно, чтобы они не были очень тонкими и в то же время не были очень толстыми. После того, как мы помыли, нарезали, мы должны разложить их на поддоны, где воздух будет свободно циркулировать. Как вы видите, у меня такие поддоны, они все с дырочками и как бы на подъеме, то есть воздух свободно там проходит и вращается. И мы ставим сушить кабачки под прямыми солнечными лучами на 2-3 дня, с условием того, что воздух не будет влажным, он будет сухим. И вот что мы получаем после первого дня сушения. В Грузии очень жаркое лето, поэтому кабачки высушились очень быстро, за 2 дня. И вот что мы получили после второго дня сушения. А в Корее это традиционно делается осенью, потому что лето там достаточно такое влажное, там еще есть сезон дождей, поэтому делают осенью, а едят уже зимой традиционно и ранней весной. Но мы сейчас будем готовить, засушили и прямо сразу приготовим, не будем дожидаться осени, точнее зимы. И сушеные кабачки у нас получилось 50, где-то 70 грамм. Как вы видите, они хорошо высушены, можно сказать, на ощупь они такие, прям такие, как можно сказать, даже как деревяшечки. И теперь, что нам нужно сделать? Мы должны будем положить сушеные кабачки в горячую воду на 5 минут. Погрузите их все в воду, чтобы все кабачки находились в воде. Затем, по истечении этого времени, мы перекладываем их в холодную воду для того, чтобы остудить. И затем нам нужно будет промыть их в холодной воде трижды. И после промывки мы их хорошо отжимаем. Можно отжать руками, можно положить в тканевый мешочек и отжать через тканевый мешочек или марлю. Делаем это уверенно, но аккуратно. И затем кладем какой-нибудь дуршлаг или сито, чтобы немножко еще с них стекла лишняя влага. После этого перекладываем в какую-нибудь глубокую емкость, миску и расправляем их, чтобы они были красивые и легко перемешивались с специями. Добавляем следующие специи: соевый соус в объеме 1,5 столовой ложки, кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. И также молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. Сильно острый не едите, положите пол-столовой ложки. Также добавляем сироп или сахар 1 столовую ложку. У меня в данном случае я использую сироп агавы. И все это хорошо перемешиваем. Так достаточно долго, где-то 2-3 минуты, чтобы все хорошо перемешалось. И затем добавляем 2 пера зеленого лука, которые уже у нас предварительно мелко нарезаны. И еще раз все хорошо перемешиваем. Теперь кунжутные семена, обжаренные кунжутные семена 1 столовая ложка. Вы можете их, как и я, перетереть в ступке пестиком, или же не делать этого и потом уже под конец приготовления блюда добавить их целыми. Но для большего такого, более богатого вкуса и аромата лучше, конечно, их перетереть. Теперь мы нагреваем сковороду с растительным маслом 1-2 столовые ложки. Я использую рапсовое масло, в последнее время очень этим довольна. На нагретую сковороду с маслом мы выкладываем уже подготовленные кабачки и готовим на среднем огне все время помешивая. Вообще с сушеными кабачками можно приготовить и другую вариацию, другие блюда, но вот мы готовим именно это. Если, кстати, хотите сделать его поострее, то добавьте красный молотый перец.
немного по вкусу, там пол столовой ложки, наверное. И мы все это готовим, пока вся вода не уйдет. И когда вода уйдет, добавляем кунжутные семена, все хорошо перемешиваем и снимаем с огня. Блюдо готово, можно подавать, еще раз посыпав кунжутными семенами. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и приятного вам аппетита!